МРТ и УЗИ сосудов головного мозга. Когда их делать? Делать ли их вообще и что еще необходимо сделать для того, чтобы понять, болею я, есть ли у меня проблемы с головой или с позвоночником. Почему именно УЗИ и МРТ? Это самые распространенные методы обследований, которые многие из вас делают самостоятельно без рекомендации врача. Что позволяет сделать дуплексное сканирование сосудов головного мозга? С помощью этого метода мы оцениваем наличие стенозов, аномалий, мальформаций сосудов, извитость их. Но очень часто наши пациенты приходят к специалисту по ультразвуковой диагностике с жалобами на головную боль, на головокружение, на шум в ушах, на забывчивость. И чаще всего именно головная боль – это причина исследования сосудов головного мозга. Американцы как-то провели исследование, взяли 3000 человек, внимание, без каких-либо жалоб, то есть у них не было жалоб ни на головную боль, ни на головокружение, ничего подобного, и провели тщательное исследование, ультразвуковое исследование сосудов мозга и шеи. Результат – 30% из 3000 человек у этих пациентов был выявлен клинически значимый стеноз. Что это такое? Это сужение просвета сосудов на 75 и более процентов. Вот запомните, пожалуйста, эту цифру. 75%. До этого момента вы можете заниматься диетой, пить различные препараты. А вот когда у вас клинически значимый стеноз, в этом случае необходимо хирургическое лечение. Конечно, вы это будете обсуждать со своим врачом, но именно сосудистый хирург может вам помочь устранить этот стеноз. Он уже не устраняется с помощью препаратов или диеты. В итоге, когда делать ультразвуковое исследование сосудов шеи и головного мозга? Первое. Если у вас есть стойкие жалобы, шум в ушах, головокружение, головная боль, я бы вообще рекомендовал в возрасте после 50 лет раз в год проводить своеобразный чекап ваших сосудов. Но не надо это делать каждый квартал или каждый месяц, как делают некоторые мои пациенты. Достаточно один раз в год оценить, увеличился ли или уменьшился стеноз ваших сосудов. Потому что сами сосуды никуда не делись, они остались на том же месте, в вашей голове. Следующее. Не надо бежать к УЗИсту, когда у вас болит голова. Мы несколько раз уже говорили на YouTube-канале, что две главные причины головных болей – это мигрень и головная боль напряжения. Так вот, при этих заболеваниях вряд ли будут какие-то клинически значимые изменения в ваших сосудах. Прежде чем записаться на прием к УЗИ-специалисту, вы поинтересуйтесь, пожалуйста, на каком аппарате будут проводить обследование. Потому что существует разный спектр ультразвуковых приборов, ультразвуковых сканеров, и предпочтение надо отдавать так называемым УЗИ-сканерам экспертного класса. Почему? Дело в том, что мощность этих сканеров совсем другая, и она позволяет, что называется, пробить и хорошо исследовать именно интеркраниальную часть сосудов. Слабый сканер не сможет этого сделать, вам поводят датчиком по шее, оценит действительно состояние вашей сонной артерии, позвоночной артерии, но когда надо заглянуть вглубь, в прямом смысле вглубь вашего мозга, то это сделает уже ультразвуковой сканер экспертного класса. И очень важное замечание. Проводите обследование сосудов, ежегодное обследование на одном и том же аппарате и у одного и того же опытного специалиста. Потому что разные приборы, к примеру, GE, американский прибор, и корейский прибор, будут показывать разные результаты. Например, на одном аппарате показано 45% вашего стеноза, а на другом 40%. Для вас 5% и для специалиста это может быть значимой цифрой. МРТ. Вот ж поистине проблема проблем. Люди, когда заболела голова, вы бежите на МРТ и делаете, прошу прощения, МРТ всей бабушки. Действительно, очень часто в платных центрах вам предложат, а давайте мы сделаем не только МРТ головного мозга, но и МРТ шейного, грудного, поясничного отдела, да и вообще всего организма. Это очень удобно. Удобно для этих платных медицинских центров. Но в вашем-то случае вы можете сэкономить время и деньги. Но если вы подумаете, что я скажу, вот заболела голова, закружилась голова, и надо бежать на МРТ. Нет, отнюдь. Все-таки сначала посоветоваться со специалистом. Вот ко мне часто обращаются люди и говорят, знаете, наверное, мне надо сначала МРТ сделать, а потом прийти к вам. А я отвечаю, нет, мы давайте сначала побеседуем с вами, посмотрим вас и только потом решим, нужно ли что-то делать из дополнительных методов обследования. Когда стоит все-таки озаботиться этой проблемой?
В возрасте за 50 лет можно действительно раз в год проводить МРТ-исследование. Если есть уже в анамнезе серьезная неврологическая патология, ну, скажем, рассеянный склероз, то там просто по регламенту необходимо оценивать активность патологического процесса. Но очень часто мы сталкиваемся с ситуацией. У человека болит голова, он делает МРТ, и вдруг там находится какая-то, микроскопическая какая-то проблема, скажем так, участки глиоза или маленькая киста. Все проблемы у этого человека начинают объяснять малозначимыми морфологическими изменениями, которые были найдены во время МРТ-обследования. Для чего МРТ? Для того, чтобы выявить действительно серьезную патологию, опухоль мозга, рассеянный склероз, инсульт, черепно-мозговую травму, гематому при черепно-мозговой травме. А вот когда у человека по данным МРТ выявляются признаки болезни малых сосудов, то, что в нашей стране называется дисциркуляторная энцефалопатия или хроническая ишемия мозга, то вот здесь возникает проблема. Мы ведь не лечим МРТ-снимок, мы лечим конкретного пациента с его конкретными клиническими проявлениями и жалобами. И поэтому необходимо соотнести данные МРТ-картины с клинической ситуацией. Если мы заговорили про инсульт, то очень важно, если у вас постоянно болит голова только в одной половине, всегда, вот с юных лет, и происходит это очень часто, и мучаетесь вы от этого, стоит провести МРТ-обследование, я бы даже предложил провести МР-ангиографию, чтобы оценить, а нет ли там аневризмы, потому что при определенной ситуации она может разорваться и вызвать инсульт. И в данном случае мы используем принцип «лучше пере, чем не до». Лучше с профилактической целью провести обследование и успокоиться, чем пропустить что-то действительно серьезное. Вторая точка приложения МРТ-исследований – это позвоночник. И здесь посмотрите, пожалуйста, на график. Различные морфологические изменения, так называемые радиологические маркеры изменений в позвоночнике, мы можем найти уже в возрасте 20-29 лет. Пролапсы, протрузии, грыжи диска. Вот у меня тоже есть протрузия диска на поясничном отделе позвоночника. Мешает ли она мне? Да ни в коем случае. Также и у многих у вас она не будет вам мешать до тех пор, пока вы о ней не знаете. Но стоит вам сделать МРТ и найти на МРТ грыжу Шморля или протрузию, вы начнете объяснять все свои проблемы и беды с позвоночником именно этими морфологическими изменениями. А на самом деле, мы очень часто говорили об этой проблеме в предыдущих роликах, нет знака равенства между тем, что мы нашли на МРТ позвоночника, и вашими жалобами. Но что делать, когда долго и мучительно вы страдаете от боли в спине? Я рекомендую все-таки провести МРТ позвоночника, но, внимание, сделать это еще в дополнительном режиме. МРТ в режиме жироподавления, так называемый режим СТИР. Он позволяет выявить воспалительные процессы в позвоночнике. Для этого не надо каких-то дорогостоящих дополнительных контрастных исследований и так далее. Просто рекомендация МРТ в режиме СТИР. Обычно это делает, конечно, врач, который вас осмотрел, эту рекомендацию в направлении укажет. Но если вы делаете это сами, то вы можете об этом попросить в МРТ-центре.